Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы расскажем вам о животных, которые имеют совершенно необычные рационы питания. Все животные гетеротрофы. Гетеротрофы поедают и переваривают других живых существ. Даже травоядные виды вместе с зеленью поедают насекомых и мелких животных. В этом видео мы покажем вам тех представителей животного мира, чей рацион выходит за рамки общепринятых норм. Ёж, крокодил, верблюд, улитка, коала – все они знакомы нам. Но знаем ли мы их секреты? Сейчас мы вам расскажем, как они находят и получают свою еду, и какой пищей они питаются. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по миру животных и их удивительным пристрастиям в еде. Поехали! Крокодил. В рацион крокодила входит любая добыча, которую он сможет поймать. Водные, околоводные и даже приходящие на водопой животные могут стать жертвой голодного хищника. Охотятся, как правило, ночью. Основное питание – рыба. Молодые особи больше предпочитают различных беспозвоночных, а взрослые – земноводных, млекопитающих птиц. Так исторически сложилось, что крокодилы совсем не умеют жевать. Они отрывают куски плоти и сразу глотают. Бытует мнение, что хищники прячут добычу под водой, пока та не начнет разлагаться и не станет мягче, но это мало похоже на правду. Скорее всего, рептилии просто топят жертву, а то, что они едят камни – факт. Да-да, для улучшения процесса переваривания крокодилы глотают гладкие камни, которые, попадая в желудок, работают как жернова и перетирают большие куски, ускоряя тем самым процесс. Верблюд. Это двугорбое создание обладает суперсилой. Оно способно поедать растения с такими колючками, которые не в состоянии есть ни одно другое животное. Основу его рациона составляет верблюжья колючка, полынь, саксаул, молодая или сухая трава. Способность поедать грубую и даже колючую пищу обусловлена особым строением рта верблюда. Слизистая оболочка его рта покрыта крупными ороговевшими сосочками, а губы, особенно верхняя, раздвоены и очень подвижны. Его слизистые оболочки совершенно не чувствуют боли. Предложите верблюду кактус, и он слопает его с удовольствием. Благодаря особенностям пищеварительного тракта колючки отлично усваиваются после того, как верблюд их дважды пережует. Африканская яичная змея. Эти змеи всю жизнь придерживались диеты. Они питаются исключительно яйцами птиц. У ядовитой и, на первый взгляд, непримечательной змеи превосходно развито зрение, осязание и обоняние. Длинный язык и небольшое углубление на подбородке имеет повышенную чувствительность и помогает змее найти то, что она так любит, а именно гнезда с яйцами. Не связанные между собой челюсти позволяют змее целиком проглотить яйцо, намного превышающее по диаметру ее саму. Зрелище, мягко говоря, малоприятное. Целое яйцо проходит ближе к пищеводу, где скорлупа распиливается специальными отростками передних позвонков. Затем содержимое яйца отправляется в желудок, и остатки скорлупы прессуются в брикет, который змея просто выплевывает. Ёж. Если вы думаете, что это милейшее создание питается грибочками и яблочками, как часто изображают в детских книгах, то вы глубоко ошибаетесь. Открою вам страшную тайну. Ёж – это хищник. Растительную пищу животное может есть только в неволе, а в дикой природе рацион ежей составляют жуки, черви и улитки. Иногда ёж может разнообразить свое меню лягушками, ящерицами, птичьими яйцами или мышами. Съесть жалящую осу или пчелу для него также не составит труда. Ёж поразительно устойчив не только к укусам, но и к различным видам яда. Небольшие дозы сулемы, мышьяка, синильной кислоты для ежика не смертельны. Также ежи нападают на ядовитых змей и скорпионов. От их укусов еж всего лишь почувствует легкое недомогание, если, конечно, они успеют его укусить до того, как будут съедены. Улитки-ахатины. Первой едой этой сухопутной улитки становится скорлупа яйца, из которого она вылупилась. Неплохой старт, не правда ли? Кальций из скорлупы необходим ахатинам для формирования раковины. От природы у этих улиток такой огромный аппетит, что они питаются более чем 500 видами растений, в том числе теми, которые выращиваются людьми. Гигантская африканская ахатина питается листьями, цветами, фруктами, стеблами, корой, деревом, семенами, зернами, орехами, водорослями и даже лишайниками и грибами.
Кроме растительной пищи, брюхоногим требуется белок и кальций, особенно молодняку. Они его получают из известковых пород ракушек и скорлупы других животных. Если охотинам не хватит кальция для прочного панциря, то они просто умрут. Бабочка Калиптра эустригата. Если бы бабочку Калиптра спросили, что она ела на обед, то она бы ответила, что пообедала слезами и кровью, к примеру, носорога. Да-да, эти нежные создания питаются кровью и слезной жидкостью крупных млекопитающих. Бабочки-вампиры способны своим хоботком прокалывать кожу животных. Также они запускают свои длинные хоботки внутрь слезных протоков и высасывают слезные выделения. Более того, коварное насекомое неравнодушно к человеческой крови, которая отдает предпочтение. К счастью, укусы не причиняют вреда здоровью человека. Но такого рациона придерживаются только самцы. Самки же питаются соком таких плодов, как цитрусовые, персики, сливы, а также растениями. Медведь-гризли. Вы думаете, что это грозный, великий хищный убийца? Совсем нет. Медведь-гризли – это всеядное животное. Его любимым лакомством являются ягоды и всевозможные растительные плоды. Примерно 3/4 рациона составляет растительная пища в виде черники, ежевики, малины и клюквы. При плохом урожае ягод гризли переключается на поедание сверчков, кузнечиков, муравьев и бабочек-совок. Кроме них поедаются мелкие грызуны, которых хищники могут выкапывать из их нор. Также гризли охотятся на крупных копытных, таких как лоси, бизоны, велороги, северные и белохвостые олени. Медведи могут напасть и на овец, коз и пасущийся крупный рогатый скот. Если же им захочется меда, то они опрокинут дерево и разнесут гнездо пчел, чтобы достать любимое лакомство. Овцы из острова Норт-Роналдсей. Этот маленький остров находится в Северном море, возле Шотландии. Когда-то люди добывали здесь соду из водорослей. Также они завели овец и разводили их ради теплой шерсти. Но прибылый бизнес исчерпал себя, когда соду научились получать искусственно, и большинство жителей покинули остров. Осталась лишь маленькая горстка людей и огромные стада баранов. Чтобы сберечь свой урожай, островитяне обнесли все побережье каменной стеной длиной в 40 километров. При этом овцы остались снаружи, на узкой полоске пляжа между каменной стеной и морем. Чтобы выжить, животные научились есть водоросли, и им удалось полностью перестроить свой обмен веществ. И теперь норт-роналдсейские барашки не могут питаться обыкновенной травой. Она для них смертельно ядовита. Водоросли, только водоросли. Зеленый кузнечик. Такой милый, хрупкий и безобидный. А вы знаете, что внешность бывает обманчива? На самом деле кузнечики являются хищниками. Они питаются, как правило, другими насекомыми, преимущественно бабочками, гусеницами, иногда поедают личинок или более слабых представителей своего рода. Да-да, они могут прибегать к каннибализму. Кузнечики поджидают свою жертву, сидя тихо в траве, крепко хватают ее 4 передними лапками и сразу же съедают. При недостатке животной пищи насекомые переходят на растительную, поглощая в больших количествах листья, почки и цветы. Более того, они могут наносить вред урожаю, объедая зерновые и зернобобовые культуры, а в садах повреждая почки и листья сливы, вишни, яблони. Коала. А это милое сумчатое создание является исключительным веганом и зачастую сидит на ядовитой монодиете. Большую часть рациона коалы составляют листья эвкалипта. Из более чем 600 существующих видов этого дерева животным по вкусу пришлось примерно 30. На день одному зверьку требуется от 0,5 до 1,1 килограмма листьев. Это очень низкокалорийная пища, поэтому энергию коала экономит всеми возможными способами. Например, спит до 12 часов в сутки. Кроме того, листья эвкалипта содержат ядовитые фенолы, а молодые побеги – синильную кислоту. Ядовитые вещества нейтрализуются в печени животных. Питаться такой пищей не может никто, кроме коал, поэтому конкуренции в их пищевой нише у них практически нет. Также иногда коалы могут перекусить листьями других деревьев – акации, аллоказуарины, калитриса, лептоспермума и чайного дерева. Термиты. В зависимости от своих привычек питания, термиты делятся на две группы – низшие термиты и высшие термиты. Низшие термиты питаются преимущественно древесиной.
Но это трудноперевариваемая пища, поэтому насекомые выбирают древесину, зараженную грибами. Такая пища и легче переваривается, и богата белком. Тем временем высшие термиты едят все, включая листья, корни, траву, перегной и даже фекалии. Если им удастся найти открытую древесину в вашем доме, они ее съедят. Термиты живут колониями по 15 миллионов особей и более. Они едят круглосуточно, и за день такая шайка может съесть до полукилограмма древесины. Более того, термиты могут съесть не только деревянную доску, но и мебель, книги, одежду, и этим принести человеку большой вред. Ленивец. Помните ли вы забавного ленивца из мультика «Зверополис», чрезвычайная медлительность которого стала популярным мемом? Это не просто выдумка создателей. В реальной жизни эти животные такие же медленные. Почти всю жизнь ленивцы проводят на деревьях, почти не двигаясь. Спят около 20 часов в сутки и раз в неделю спускаются на землю, чтобы оставить помет. Основную часть их рациона составляют деревья, на которых они живут. Это в основном листья и другие волокнистые вещества растений. Но листьевая диета не обеспечивает организм ленивца достаточным количеством питательных веществ. Иногда ленивцы едят веточки, фрукты, насекомых, могут даже поймать грызуна. Но у них нет сил ловить добычу регулярно. Недостаток энергии компенсируется медлительным образом жизни. Какой-то замкнутый круг получается. Как видите, природа не терпит однообразия и порой создает самые необычные формы жизни. Это был топ-12 животных с необычными рационами питания. Кто вас удивил больше всего? Делитесь с нами в комментариях.